Всем мое здравствуйте! Вы на канале Удачные моменты. Я очень хочу сплести кашпо из искусственного ротанга, но я никогда этого не делала. И я предлагаю вам вместе со мной пошагово сплести наше первое кашпо. Где взять ротанг? Я открыла Озон и, о боже, там огромное количество ротанга. Я заказала хит продаж, цвет бежевый. И мне пришла посылка. Честно, я ожидала что-то такое объемное, большое. Но нет, мне пришел вот такой рулончик. Я немного его уже подрастрепала. Здесь килограмм. В килограмме 100 метров. Много это или мало, пока еще не знаю. Знаю, что в следующий раз, когда буду заказывать ротанг, я буду заказывать уже напрямую у производителей. Так будет дешевле. Ротанг бывает не только разного цвета, но и разного вида. И, как я поняла, самый популярный – это 4 вида. Это сегмент, такой, как заказала я. Видите, он немножечко такой выпуклый с одной стороны. Еще называется S-профиль. Он такой же, как этот сегмент, только с внутренней стороны пустотелый. Круглый ротанг называется жгут или прут. И просто обычная плоская лента. Я буду оплетать кашпо. Кашпо объемом 4,5 литра. Для чего оно мне надо? В том году осенью я на даче посадила тюльпаны в горшки и закопала их в землю. И весной, когда я вытащу эти горшки, мне будут огромные пышные букеты тюльпанов. И вот мне вот эти вот кашпо нужно для того, чтобы поставить мои букеты с тюльпанами. Если у меня получится оплести это кашпо, тогда уже следующим шагом я куплю в магазине пластмассовые обычные черные хозяйственные ведра, которые совсем недорогие, уберу железную ручку и уже оплету ведро. Это будет шикарное кашпо для петуньи. Кстати, если кто хочет посмотреть, как сажать тюльпаны в горшки под зиму, для того, чтобы оставить их на даче и закопать в землю, а весной вытащить, и это будет выгонка тюльпанов, и будут шикарные букеты, можно посмотреть ролик на моем канале. Для того, чтобы начать оплетать наше кашпо, мы сначала должны сделать в нем дырки. Дырки делают двумя способами. Кто-то делает дрелью, то есть шуруповертом, а кто-то делает паяльником, в связи с тем, что пластмассы, из которых делают кашпо и ведра, разные. Либо она более мягкая, либо она более твердая. И если делать, вот, допустим, в таком кашпо, достаточно твердое, то само кашпо может треснуть. Но вот мне муж предложил третий вариант. И я попробовала уже сделать одну дырку этим вариантом. Вы знаете, мне очень понравилось. И вот этот свой третий вариант я покажу вам в конце видео. Дырки нужно сделать на дне кашпо и по верхнему краю. Кто-то говорит, что нужно делать всегда четное количество, кто-то говорит, наоборот, нечетное количество. Наверное, это зависит от того узора, который плетут. Но мы с вами начнем с простого узора, поэтому я разметила четное количество дырок. Вот по дну, где-то на расстоянии 1,5-2 сантиметра, я разметила, и у меня получилось 16 дырочек. Затем мы возвращаемся к верхнему краю кашпо, берем сантиметровую ленту, вот неудобно, и отмеряем 5 сантиметров от верхнего края. На расстоянии 5 сантиметров нам нужно разметить точно такое количество дырок, как и на дне. Поэтому мы берем, допустим, вот эта дырочка и приблизительно на глаз вот где-то вот так вот выводим сюда. И вот здесь вот 5 сантиметров, вот наша первая. И вот так мы выводим все дырки. Где-то это будет приблизительно на расстоянии по верхнему краю 3 сантиметра. Посмотрите, какое красивое дырявое кашпо у нас получилось. Вот теперь встает вопрос, какой длины ленту ротанга я должна отрезать, чтобы сделать стойки для этого кашпо. Насколько я поняла, те, которые уже люди оплетают, они уже как-то из своей практики пришли и уже знают, сколько резать. Ну, путем своих измерений я прикинула, что мне для вот этого кашпо в 4,5 литра надо для того, чтобы сделать стойки, лента длиной 5 метров.
Я ее сейчас отрежу, и мы начнем делать. И посмотрим, хватит мне этого или нет. Или это даже будет много. Уже за окном стало темнеть, я включила свет. Мы берем ленту, которую мы отмерили 5 метров ротанга. В верхнюю дырку изнутри мы вставляем нашу ленту. Вот здесь ленту нужно закрепить. Либо можно сделать узел, либо можно ее просто вот так вот загнуть с запасом. Вот так вот. Потом, когда это все будет оплетено, мы все кончики будем убирать. И этот кончик, он очень плотно встанет и никуда он не денется. Вот эту дальше ленту мы вот так по наружной стороне кашпо и под нашей дыркой находим параллельную дырку. И в эту дырку мы уже вставляем противоположный конец этой ленты. Причем нужно вот так провести по лицу, чтобы лента наша не перекрутилась. Вставили и начинаем ленту вытаскивать внутри кашпо. Это сейчас, конечно, делать достаточно длинная лента, неудобно, но чем дальше мы будем плести, чем меньше ленты нам придется вытаскивать, и тем это будет уже не так сложно. Вот получилась такая стоечка первая. Очень сильно затягивать эти стойки не стоит, потому что сложно будет потом плести, если они будут прям очень сильно вот так вот натянуты, будет сложно продевать ленту. Берем наш конец ленты и продеваем в соседнюю дырку в дне. Вот так вот. Опять берем конец нашей ленты и вставляем в следующее отверстие. Следующим отверстием будет верхнее отверстие, только ленту нужно будет вставить с внутренней стороны. Вот так. В плетении существует такая фишка. Чтобы не терять постоянно вот этот вот конец ленты, нужно, протянув вот с отверстия, вставить его в следующее отверстие, чтобы не потерять. А следующим отверстием будет являться вот это. Мы вот так ленту вставляем и уже придерживая ее, начинаем протягивать нашу ленту. Вот так вот. Тем самым формируя вот такие вот стойки. Вот получилась вторая стоечка. Мы также ее подтягиваем. Вот. Теперь мы можем вытаскивать этот конец, но прежде мы должны его ставить опять в следующее отверстие. Следующим будет являться наше нижнее. Вот оно. Мы вставляем и опять, придерживая конец, начинаем вытаскивать ленту. Вытащив ленту, мы опять этот конец в дне в соседнюю дырку. Придерживаем и ленту вытаскиваем. И вот так все, пока полностью не сделаем по всей окружности нашего кашпо. Ну вот мы доплели до последнего отверстия.
Вот вышли. Вот наше начало. Теперь вот этот вот. Посмотрите, как, кстати, мы здорово получилось. Вот я брала 5 метров на вот это кашпо, которое 4,5 литров. И сейчас высотой я померю, чтобы уже тогда знать. Высотой оно 19 сантиметров. Вот на такое кашпо у меня ушло 5 метров. Ну, в принципе, вот остался маленький кусочек. Но это ничего, как раз. И теперь вот этот кончик, его надо закрепить. Мы пропускаем его вот так вот до вот этой вот следующей петельки. Не до этой, которая у нас здесь крепится, ее не трогаем. А вот до следующей. Под нее можно пропустить вот так, чтобы ее уже, или вот так вниз. Ну, в общем, завязать нужно каким-нибудь узлом. Вот так вот, чтобы она закрепилась. Можно еще раз, можно достаточно. Мне кажется, она здесь никуда не денется. Она будет очень, очень жестко. Все. Ее обрезать. Вот такой кусочек остался. Но его не жалко. Вот смотрите, какие красивые получились стоечки. Я думаю, уже очень красивое получилось кашпо. Наше кашпо готово для дальнейшего плетения. 16 отверстий, берем 16 лент. А вот какова длина ленты? Говорят, что 1,5 окружности нашего кашпо. Ну что ж, поверим, но с опаской. У меня получается, что длина одной ленты должна составлять 113 сантиметров. Я на всякий случай возьму 1,25 м. Ну и посмотрим, кто прав, а кто не прав. Наше кашпо мы перевернули вверх дном. Берем первую ленту и начинаем пропускать ее между стоек. Ну вот, допустим, мы под низ, потом наверх. И вот так вот пошли пропускать между стоек. Ну так сколько-то пропустили. И ее закрепили вот так вот, оставив вот такой хвостик. Эти потом хвостики, я так поняла, что все можно будет сюда по окружности убрать. Берем следующую ленту. Единственное, что вот лента как-то здесь не очень держится. Может быть, ее как-то можно накрепить. Давайте вот так попробуем использовать приспособление. Берем следующую ленту и уже пропускаем наоборот. То есть, если здесь мы вниз, то здесь мы уже вот под эту пойдем вниз. Получается в таком шахматном порядке. Точно так же пропускаем. Такое вот плетение. Мне показалось оно простое. И уже следующую закрепляем под следующей стоечкой. Вот так вот. Берем третью ленту. Опять в шахматном порядке пропускаем. Потом, наверное, когда будет много уже у нас лент, их можно будет подтянуть. Вот так, вот так. И уже под следующую. Закрепите всех, и вот так вот можно вот подсобрать. И так далее. Вот смотрите, как интересно получается. Уже начинает вырисовываться узор. Он будет такой, видите, по диагонали косичкой. Наверное, это будет очень красиво. Вот уже когда стало больше лент набираться, тогда они уже не выскальзывают. Вы посмотрите, какая красота! Я в восторге. Ну, смотрите, как классно. Узор получается по диагонали. Какой красивый у нас будет кашпо. Мы все-таки это смогли. А теперь нужно в обратном направлении доплести, вот это все закрыть. То есть точно так же, только в обратном направлении.
Вот и сбылась моя мечта. Когда-то очень давно, в детстве, меня дедушка научил плести корзины. И всю свою жизнь я хотела сплести корзину. Ну, понятно, что из натуральной лозы. Но так и не сплела. И вот теперь моя мечта сбылась. Я плету кашпо. Вот это да! Вот увидел бы мой дедушка. Он бы, наверное, за меня порадовался. Вот мы доплели практически до верха. Теперь, наверное, надо перевернуть и заправить вот эти вот хвостики. Вот эти хвостики, видите, как вот она выходит. Ее заправляем под следующую. Следующий хвостик подтягиваем и под следующую. Вот так вот прячем туда вовнутрь. Так делаем все вот эти концы. И они все жестко встанут и очень хорошо будут держаться. Потом мы немножечко подтянем. Постепенно мы поднялись уже вот на сам верхний бортик. И вот здесь вот уже точно так же, обходя вот этот бортик, доплетаем наши полосочки до конца. И прячем их тоже, как и внизу, вот под эти поперечные полоски. Вот такой чудный метод предложил мне мой муж. Он сказал, что это старый, что? Кернер. Старый кернер. Его нужно разогреть на огне и делать дырки в моем кашпо. Вот такие аккуратные классные дырки получаются в моем кашпо. Наше кашпо готово. Посмотрите, какая получилась красота. И это совсем не сложно. Мы это смогли. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь и плетите с удовольствием.